Всем привет, друзья! Это вторая часть обзора на последний год прошлого тысячелетия и сегодня в обзоре. Хиты кинопроката и отличные игры. Новый президент США, очень похожий на старого. Музыкальные открытия и утраты. Очень вредное признание в любви. Спортивные победы и новинки из мира технологий. Невообразимая щедрость анонимного мецената и другие интересные события со всего мира прямо сейчас. Друзья, поставьте лайк, напишите любой комментарий и обязательно смотрите выпуск до конца. Это очень поможет развитию канала. Кстати, загляните в описание, там много интересного. Много главных мировых событий в этот год произошло в самом центре Европы, во Франции. Грандиозное пожертвование произведений искусства 2000 года Пятой Республики от таинственного мецената, решившего остаться неизвестным. Щедрый инкогнито дарит французскому народу 109 ценных произведений искусства 18, 19 и 20 века, среди которых скульптуры и картины известных французских мастеров. 2000 год навсегда вписал в свои исторические страницы не только кражу века из шведского музея, о которой мы рассказывали в предыдущем обзоре, но и поистине великое возвращение произведений искусства Французской Республики, а значит и всему миру. В этот же год в Париже, городе влюбленных, цветов, огней, искусства и романтики, в самом сердце Монмартра открылась единственная в мире стена любви. Это монументальная композиция площадью 40 квадратных метров собрана из уникальных по прочности 612 плиток эмалированной вулканической лавы. На них на 311 языках мира написана самая известная в мире фраза «Я тебя люблю». Придумали и создали эту совершенную скульптурную композицию композитор Фредерик Барон и художник Клэр Кито. Стена соединения сердец мгновенно стала одним из самых популярных мест Парижа не только среди туристов, но и самих парижан. Миллионы влюбленных считают добрым знаком прикоснуться руками к этой вершине признания главного чувства людей Земли и поцеловать друг друга в знак большой и верной любви. Не знаем, был ли вдохновлен в 2000 году созданием Стены любви таинственный филиппинский хакер, но его знаменитый вирус с одноименным названием I Love You нанес такой серьезный урон компьютерам и системам на всем земном шаре, что попал даже в книгу рекордов Гиннесса. Появился разрушительный вирус в мае 2000 года и стал одним из самых вредоносных из существующих в то время. Около 15 миллиардов долларов ущерба нанес он странам, несмотря на то, что выглядел совершенно безобидно и очень мило. На электронную почту приходило сообщение «Я тебя люблю» с прикрепленным файлом. Стоило пользователю его открыть, как компьютер зависал и происходила автоматическая рассылка вируса по всем почтовым адресам человека, а к злоумышленнику утекали все пароли и логины компьютера. Прошло более 20 лет, а наивные люди продолжают открывать электронные письма с незнакомых адресов. Будьте бдительны, друзья, доверяйте только проверенным источникам информации, среди которых и наши, безусловно, полезные и кристально честные обзоры на главные события из прошлого. 25 июля. Снова Франция. В пригороде Парижа терпит катастрофу сверхзвуковой пассажирский самолет «Конкорд» авиакомпании Air France. Это первое масштабное крушение в истории самого быстрого самолета на Земле и самое трагическое. Гибнут более 100 человек. Авиакомпании мира приостанавливают полеты «Конкордов» до конца расследования происшествия. Но уже многим ясно, эра сверхзвуковых пассажирских полетов подходит к концу. Слишком опасна высокая скорость, для которой на Земле и в небе нужны практически идеальные условия. Малейшая неисправность, которую легко переносят обычные пассажирские лайнеры, для сверхзвуковых смертельно опасны, что и подтвердил окончательный вердикт комиссии расследования трагедии. 7 ноября 2000 года. Соединенные Штаты Америки. На президентских выборах президента США побеждает республиканец Джордж Буш-младший, набравший меньше голосов избирателей, чем его соперник, демократ Гор, но получивший большую поддержку выборщиков от штатов страны.
Президентом Америки становится сын 41-го президента США Джорджа Буша-старшего, тем самым громко заявив о славной традиции трудовых династий, но уже в американской политике. В России знаковых событий также было немало. О многих из них мы рассказывали в первом обзоре этого года, среди которых трагедия подлодки «Курск», Вторая Чеченская война и выборы президента России. Прямо сейчас вспомним о других, не менее важных явлениях российской жизни 2000 года, оставивших значительный след в истории страны. 13 апреля Россия и Германия подписывают судьбоносный договор о проведении обмена культурными ценностями, вывезенными из стран в период Второй мировой войны. И буквально через 2 недели, 29 апреля 2000 года, Германия официально передает России фрагменты янтарной комнаты, флорентийскую мозаику и янтарный комод, вывезенные из страны нацистами во время Великой Отечественной войны. В этом ящике находится знаменитая флорентийская мозаика из янтарной комнаты. Впервые за послевоенные годы она возвращается туда, откуда была похищена в 1941 году, Екатерининский дворец Царского Села. Полностью восьмое чудо света найти так и не удалось. Тайна исчезновения янтарной комнаты не разгадана и по сей день. В 2003 году, к 300-летию Санкт-Петербурга, она будет заново восстановлена отечественными мастерами из калининградского янтаря. В год празднования 2000-летия Рождества Христова, 13 августа, в Москве в храме Христа Спасителя открылся юбилейный архиерейский собор Русской Православной Церкви. В течение 3 дней собор обсудил множество важных вопросов, среди которых возврат церковной собственности, отношение к инославию и вопросы канонизации. По итогам решения собора синодом РПЦ было канонизировано рекордное количество святых, среди которых последний русский император Николай II и члены его семьи. 27 августа 2000 года войдет в историю отечественного телерадиовещания как неприятная дата. В результате замыкания проводки где-то в самой гуще переплетения огромного количества проводов на высоте 460 метров от поверхности Земли вспыхнул пожар на Останкинской телебашне. Загорелся настоящий символ отечественного телевидения времен СССР. Задымление хорошо видно с разных московских площадок, а едкий дым горения проводки и изоляционных материалов чувствуется почти во всех районах Москвы. Близлежащие улицы к башне перекрываются, большое количество пожарных расчетов устремляются на улицу Королева. Пожар разгорается все сильнее. Телевизоры теряют сигнал в домах более 16 миллионов жителей нашей страны. Такого в истории еще не было. Телевизионщики пытаются наладить временную подачу сигнала, им это удается на 3-е сутки, но полностью последствия пожара будут восстановлены лишь к сентябрю следующего года. В самом конце года, 25 декабря, Россия обретает новый государственный гимн, официально утверждается государственный флаг триколор и герб с двухглавым орлом. Россия на рубеже веков берет с собой в будущее царскую символику и советский гимн, правда, с немного измененным текстом. В мире спорта 2000 год был богат интересными событиями. Конечно, главное спортивное действо года — летняя Олимпиада затмила собой всю основную информационную повестку, но только не для настоящих любителей футбола и хоккея, поэтому сейчас расскажем о прошедших в 2000 году чемпионатах Европы и мира по этим популярным видам спорта. В честь 64-го чемпионата мира по хоккею в Санкт-Петербурге построили новый Ледовый дворец. Россия не жалеет денег на подготовку и информационную кампанию. Команда мечты под руководством тренера Александра Якушева и звезд НХЛ Павла Буре, Алексея Яшина и Сергея Гончара должна побеждать на домашнем чемпионате мира, который мы ждали долгих 14 лет. К сожалению, ожидания так и остались ожиданиями. В реальности ни домашний лед, ни команда суперзвезд, ни новый Ледовый дворец не помогли сборной России, которая поставила исторический рекорд по неудачным и провальным играм, проиграв практически всем и заняв на чемпионате итоговое 11-е место. Друзья, в описании вы найдете много полезной информации, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Спасибо вам за поддержку. Особая благодарность всем, кто пишет комментарии и помогает нам делать выпуски лучше.
Безумный мир киноиндустрии восхищается новыми творениями режиссеров, зрители берут штурмом кинотеатры, чтобы воочию убедиться в гениальности разрекламированных киноновинок, а киностудии подсчитывают прибыль. 5 статуэток премии «Оскар» безоговорочно достаются фильму «Красота по-американски» режиссера Сэма Мендеса, который получает «Оскар» как лучший режиссер года, а исполнитель главной роли Кевин Спейси награждается премией как лучший актер. Триумф кинематографической истории 42-летнего рекламиста Лестера Бернема, который переживает кризис среднего возраста и решает радикально изменить свою жизнь, приводит к трагедии и одновременно показывает обратную сторону яркой американской мечты и показного счастливого благополучия. На 53-м ежегодном Каннском фестивале успех и золотая пальмовая ветвь победителя достается душевной и искренней картине «Танцующая во тьме», где дебютировала в качестве актрисы популярная певица Бьорк. Ее артистические таланты были высоко оценены конкурсным советом мастеров, за что Бьорк и получила звание лучшей актрисы фестиваля. 3 самыми кассовыми фильмами года в мире стали «Миссия невыполнима 2», об этом фильме мы рассказывали в прошлом выпуске, и киношедевры «Гладиатор» и «Изгой». Кинохит «Гладиатор» так часто показывался и до сих пор показывается с экранов отечественного телевидения, что практически сделал главного героя повествования, римского полководца Максимуса, членом каждой российской семьи и посеял ненависть в сердцах сердобольных зрителей к врагу Максимуса, отвратительному императору Коммоду. Фильм «Изгой» про злоключение сотрудника службы доставки, превосходно воплощенного на экране актером Томом Хэнксом, вошел в тройку самых кассовых фильмов года. Зрители по достоинству оценили волнующие события жизни и драмы главного героя Чака Ноланда, современного Робинзона Круза, который выживает после катастрофы на необитаемом острове и возвращается новым человеком в свою прошлую жизнь. В мире музыки 2000 год стал годом певицы Мадонны и годом памяти Джона Леннона. Сингл «Madonna Music» из одноименного альбома по количеству проданных копий в количестве 7 179 000 штук превзошел успехи ближайших конкурентов. В Лондоне торжественно открывается памятник Джону Леннону, прославленному музыканту из знаменитой ливерпульской четверки. В этот же год вдова легендарного музыканта Йоко Оно открывает первый в мире музей, посвященный жизни и творчеству Леннона недалеко от столицы Японии Токио. В российском шоу-бизнесе новые лица. На эстраду врывается певец Витас с видеоклипом «Опера номер 2», где певец шокирует публику своим высоким фальцетом. 2000 год стал еще и годом ухода из жизни известного в стране рок-музыканта, лидера группы «Сектор газа» Юрия Хоя. Память о нем жива до сих пор, как и его самобытные и необычные песни. Игровая индустрия переполнена новостями. 4 мая компания Sony выпускает долгожданную игровую приставку 6-го поколения PlayStation 2, которая уже в первые дни показывает рекорды продаж. Компания Nintendo не отстает и в апреле берет новый рубеж, продает 100-миллионную игровую приставку Game Boy. Игровые новинки года взрывают рынок. 7 июля выходит в продажу очередная 9-я часть известной истории Final Fantasy. А в ноябре в игровых магазинах появляется совершенно самостоятельная многопользовательская игра Counter-Strike, а за ней и 3-й Resident Evil. Counter-Strike сразу завоевала сердца геймеров, став необычайно популярной в игровом мире как в качестве культового шутера, так и в качестве целой дисциплины в киберспорте. А вот Resident Evil 3 не смогла превзойти коммерческий успех предыдущей серии страшных приключений в мире зомби, но оставила в сердцах игроков по всему миру приятные воспоминания. К тому же сюжетная линия 3-й версии популярной игровой франшизы стала основой истории фильма «Обитель зла. Апокалипсис», вышедший в прокат в 2004 году. К
событиям из мира технологий. 13 сентября 2000 года яблочная компания представила миру новую операционную систему macOS Public Beta. Презентацию проводил Стив Джобс в Париже на выставке Apple Expo. Этот день стал поистине судьбоносным в истории компании. Операционная система, основанная на новом ядре Darwin, стала стабильной, практически исключила системные сбои и удивила разработчиков своими потрясающими возможностями. Был также обновлен дизайн интерфейса платформы. С этого дня Apple пошла в своем развитии семимильными шагами на зависть своих конкурентов, особенно компании Microsoft, которая, несмотря на антимонопольные скандалы, упрямо пыталась подмять мировой рынок софта под себя. На следующий день после презентации Стива Джобса конкурирующая организация, компания Билла Гейтса, представила новую операционную систему Windows Millennium Edition в честь наступления нового тысячелетия. Новинка была встречена плохо и подвергнута резкой критике пользователями по всему миру. Система была крайне нестабильной, зависала, а иногда и вообще произвольно прекращала работу. 2000 год стал неудачным годом для Microsoft и годом надежд для Apple. Подведем итоги и расскажем о следующих выпусках. В этом году было много самых разных событий, радостных и трагических. Год обозначил векторы развития в сферах науки и цифровых технологий на годы вперед. Люди хотели побыстрее оставить позади прошлое и начать совершенно новую счастливую жизнь с чистого листа в наступающем новом веке. Но это уже другая история, которую мы начнем рассказывать вам в следующем обзоре на 2001 год. Огромная благодарность всем, кто досмотрел видео до конца. Не забывайте оценивать видео, подписываться на канал и писать комментарии. Для нас это очень важно. Спасибо за просмотр и до скорых встреч, друзья!